Привет, родные, с вами снова Олег Боков. Сегодня мы вышли на центральную площадь столицы для того, чтобы поговорить с прохожими, поинтересоваться у них, как они вообще относятся к церкви, почему они туда ходят или не ходят, что они по этому поводу нам скажут, мы узнаем прямо сейчас. Поехали. Скажите, пожалуйста, ребят, как часто вы посещаете церковь? О боже. Ой, интересный вопрос. Я не хожу в церковь. Никогда. Не хожу. Вообще не ходите? Ну, разве что в других городах на экскурсию. В церковь сейчас не хожу. Раньше ходил, когда дома был. Раз в полгода примерно. На Пасху. На Пасху. На праздники религиозные. Я хожу по праздникам там. Ну, по праздникам это обязательно. На праздники, ну, может, 3 или 2 раза в год. 3 раза где-то в год. Как часто ты посещаешь церковь? Я атеист. Вообще не посещаю. Раз в тиждень. Раз в неделю? Да. Серьезно? Как называется церковь, если не секрет? Ой, я не знаю, чесно. Я просто родителі. У мене папа священник. Я в церкву ходив ще, ще в школу ходив. Ми в молитвенний дом з мамою ходили, а так все. А, ты ходишь туда, потому что родители твои туда ходят? Да. То есть в процессе, ты когда станешь абсолютно уже совершеннолетним, у тебя будет своя семья, ты туда не планируешь ходить? Ну, буду ходити тільки рідше. А сейчас, Там робота вже все, нема коли тут. если бы было время, то бы ходил сейчас? По-любому би ходив. би. Часто також ходимо, наприклад, перед важливими подіями, якими в житті. Ну, можливо, в надії, що це допоможе. А никогда не было вот такого, допустим, желания, побуждения там ходить раз в неделю, как это многие делают? Нет. Нет. Нет, не особо. Нет. Абсолютно. Зачем? Не считаю это нужным. Вера, прежде всего, в себя, в душе должна быть внутри. Это не обязательно ходить постоянно туда. Понимаете, как бы молодежь нам особо сейчас это особо так не интересно. То есть нам интересно там гулять, там играть и так далее. То есть особо церковь нас сейчас не интересует. Не вижу в этом смысла. Зачем? Если хочешь верить в Бога, ты можешь верить в Бога и дома. У меня было такое 3 года назад, я ходила каждую неделю. Да? А что побудило, интересно? Ну, я еще жила с родителями, у меня папа ходил, и я вот за компанию с ним. Сейчас не скучаешь по этому? Ну, немножко, потому что, ну, как бы, я живу сейчас с бабушкой и дедушкой, они как бы туда не ходят, а мне одной как-то неинтересно, скажем так. Вообще, какое отношение у тебя к церкви, к религии? Ну, если человек верит, пусть верит. Ну, лично твое отношение какое-то? Но я считаю, чтобы верить в Бога, не нужно ходить в церковь. Ну, типа, если ты веришь, он всегда с тобой. Мне просто все равно. Параллельно. Ну, вот недавно, 2 года назад мы учили историю, вот, и там рассказывали про людей, которые наживаются на церкви, то есть там продают всякие отпущения грехов. Абсолютно безразличен. Ну, то есть верят в то, что верят. То есть у всех своя голова на плечах. Недавно видел скандал насчет свечек, там нельзя приносить вроде бы в церковь свои свечки. Я считаю, что это неправильно. А какое твое отношение вообще к церкви? Нейтральний. Не очень уважаю религию, потому что мне кажется, что у каждого свои пути к Богу. Религия иногда, наоборот, отталкивает. Там правила, каноны, эти вот конфликты между религиозные, да, нужно поступать так или так. Раньше я был верующим, но поскольку семья верующая. А почему ты перестал верить? Просто интересно, реально. Этому есть много причин, на самом деле, не хочу просто углубляться. Просто перестал верить в Бога и все, поэтому... Возможно, какие-то лишние ограничения в чем-то, ничем не обоснованные. Но просто некоторые люди находят в этом способ, чтобы заработать, и это, я считаю, вообще такое себе. Вот если бы я попросил проассоциировать церковь с одним словом каким-то. Вера, надежда, безысходность. Вера. Ну, миротворение. Атеист. Грех. Церковь — грех, но неплохо. Вообще ничем. Мне как бы все равно, что она есть, нет ее. Надежда, я не знаю, вера. Вот все так на позитиве. Мне интересно, а почему ты тогда атеист, если все так хорошо с верующими людьми? Плюс верующих людей, у них, когда очень плохие ситуации, они могут надеяться на кого-то. А атеисты, они понимают, что никто не поможет, и все в твоих руках. Вот, а когда вот вас что-то беспокоит, тянет в церковь или в какое-то другое место? Ну, бывает, да. Буває. Каждый ищет какую-то поддержку в своих местах. Люди находят ее там. Это их право, их выбор.
Я понял. А вот в чем вы находите поддержку, когда вам тяжело? В любимом человеке. А если вам двоим тяжело, то... Но мы есть друг от друга. Я понял. Но церковь – это последнее место, куда вы пойдете за поддержкой какой-то. Я не буду отвечать на этот вопрос. На Бога надейся, сам не плашай. То есть лучше бы сами как-то вопросы эти решали? Да. Мне лучше так. Ну, я ходила как-то в церковь, что-то, какие-то мысли мне странные посещали, грустные. Проблема не решилась. Просто тем, что я пришла в церковь. Вот если бы в церкви, вот у всех, все понимали, что в церковь ходят самые успешные и богатые люди, тебе бы хотелось быть в их окружении? Нет, я не хожу в церковь, и... Ну, я считаю, что религия – это выбор каждого. То есть хочешь – верь, хочешь – не верь. А с чем связан выбор вот твой лично, почему ты не веришь? Ну, наверное, потому что 21 век все-таки на дворе. И я считаю, ну, уже нету смысла в вере. Что ты позитивного вот находишь в церкви? Не знаю, там просто якби іменно мені по кайфу, мені легче того, як там співають, оце, ну, як все там всі до тебе дружно відносяться, отношення от це людей, це. Не скучаешь за этим? Та якби і не скучаю, ну не мішало би, хотілося б сходити. Как мы видим, вместо какого-то негатива и агрессии в сторону наших вопросов о церкви, большинство ребят реагировали на это вполне нейтрально, а кто-то и вовсе положительно. Лично для меня самым большим открытием сегодняшнего вечера, нашего соцопроса, стало то, как много ребят, которые просто вот проходят мимо меня, на самом деле весьма нормально отнесутся к моему приглашению их в церковь, а кто-то, возможно, то и вовсе пойдет со мной прямо сегодня. Поэтому давайте будем использовать каждый момент, каждую возможность для того, чтобы рассказать людям об Иисусе. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях все, что вы думаете по поводу услышанного. Жить с Богом круче. Давайте расскажем об этом миру.